Привет, ребята! Сегодня будем снимать идеальный стейк. За последние 5 лет я пожарил, наверное, 1000 стейков, может быть больше. Вот, я жарил стейки на всех видах гриля, на угольных, на газовых, на пеллетных. Я даже жарил стейки на мангалах, я жарил стейки на сковороде. И это были отличные стейки, даже классные стейки. Но меня все время это как-то не устраивало. То есть вот что-то в этих стейках было не то. И я искал, по сути дела, все эти 5 лет, искал рецепт идеального стейка. Я пробовал разные самые методики, но вы видели в наших видео там огромное количество методик приготовления стейков. Но ни одна из них меня вот полностью не устраивала. Вот. И это было до тех пор, пока я не увидел метод холодной решетки, который придумал Дэвид Пэриш. Дэвид Пэриш, я думаю, вы знаете, это человек, который основатель и директор компании Slow and Sear. Я сначала, когда посмотрел этот метод, я думал, что это какой-то, ну, такой способ своего рода продвижения продукции Дэвида, то есть корзины конкретно Slow and Sear. Вот. Но когда я попробовал, я понял, что это все правда, и на самом деле это действительно метод, с помощью которого можно приготовить идеальный стейк. Но я хочу сказать, что, разумеется, этот идеальный стейк, это на мой вкус, он идеальный стейк, возможно, у вас какие-то другие вкусы. Я знаю людей, которые, например, считают, что стейк, приготовленный на сковороде, самый лучший, но сковорода и раскаленный металл, они существенно изменяют вкусовой профиль и мяса, и соков, поэтому нет, к сожалению, нет. Кстати, я даже на основе всего этого дела придумал собственную формулу идеального стейка. Если вам интересно, то я могу снять отдельное видео на эту тему. Пишите в комментариях, если комментариев будет много, то мы снимем обязательно. А сегодня я вам покажу, как приготовить этот идеальный стейк, как раз с помощью методики холодной решетки, придуманной Пэришем. Значит, но я ее немножко модифицировал, чуть-чуть. Вот. Для этого метода потребуется обязательный, скажем так, аксессуар, это корзина Slow and Sear. Без нее, я пробовал делать без нее многократно. Я хотел вам, более того, хотел этот метод модифицировать и показать, как готовить этот стейк, ну, на обычном гриле, просто без этой корзины. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Поэтому покажу сегодня вот как есть. Ребята, сюрприз. Когда я рассказал Дэвиду о том, что снимаю это видео, он захотел вам лично передать свой привет. Поэтому я вам рад представить автора этой методики, Дэвида Пэриша. Hello, Sergey. Hello, Russia. My name is David Parrish. I'm president and founder of S&S Grills. I'm very pleased that the Cold Grate technique and our products are becoming popular among barbecue lovers in Russia and around the world. We will continue to delight you with new innovative products and new cooking methods. Thank you, and grill on. Ну что, давайте начнем. Рецепт очень простой, но обращайте внимание на нюансы, потому что нюансов там много. Кстати, многие из этих нюансов также подсказаны Дэвидом. Вот, я думаю, что вам будет интересно. Итак, обзор ингредиентов. Нам потребуется мясо. Я взял вот такой вот, кстати, мой любимый уругвайский стрип-лойн, это мраморная говядина. Вот, я не знаю, сколько здесь по весу, ну так на вид где-то в районе кило 300 примерно. Еще нам потребуется, как обычно, для стейка оливковое масло, соль и перец. Из дополнительных аксессуаров нужны следующие очень важные вещи. Прежде всего, это очень важный аксессуар, это бумажное полотенце, хорошее бумажное полотенце. Оно здесь играет, ну, одну из ключевых ролей, поэтому я его показываю отдельно. Еще нам нужна будет щепа. Я взял щепу, вот эту вот смесь для говядины, она отлично подходит для стейков. Ее нужно немного, совсем буквально одна горсть. Замачивать я ее тоже не буду, потому что сильно коптить стейки не стоит, так как копчение довольно агрессивное, оно просто забивает вкус мяса. И последний аксессуар – это термометр. Поскольку я хочу точно попасть в прожарку медиум, соответственно, будем использовать Weber Connect с одним щупом. Ну и, разумеется, как я сказал, нам нужна будет корзина Slow and Sear. У меня здесь версия Deluxe. Это не имеет значения, какая, можно Original взять. Самое главное, что она нужна. Кстати, я сегодня буду готовить тоже на гриле Slow and Sear. Но это опять же не обязательно. Если у вас есть корзинка, вы можете приготовить на любом сферическом угольном гриле Weber точно так же. Все, можно начинать. Значит, сразу еще раз напоминаю, в деталях Бог, поэтому обращайте внимание даже на мелочи, а я буду заострять внимание на самых важных моментах. Начинаем. Значит, смотрите, первый момент очень важный, это то, чего вот вы в магазинные стейки для этого рецепта не подойдут. Первый момент, стейки нужно нарезать самостоятельно, потому что хороший стейк, и тем более идеальный стейк, это минимум 3 сантиметра толщины. Поэтому я сейчас из этого куска нарезаю стейки по 3 сантиметра толщиной. Сначала убираю лишнее, тут просто что будет не очень красиво смотреться.
оно не пропадет, у нас тут едоков много. А затем отмеряю 3 сантиметра. То есть это примерно вот такая толщина стейка. То есть если по пальцам смотреть, это чуть больше 2 пальцев. У нас должны получиться вот такие вот стейки. Вот посмотрите на толщину. Вот это хорошая, правильная толщина идеального стейка. Ну тут уже желающие пришли. Конечно, тебе будет, Ронь, обязательно. Вот у нас получилось 5 великолепных стейков стриплоин. Теперь очень важный момент, это убираем лишний жир. Жира, я напоминаю, должно оставаться не более 5 мм, может быть даже 3 мм. Значит, почему? Очень просто. Дело в том, что жир при жарке стейков на прямом пламени он вызывает вспышки. Все бы ничего, если бы не эти вспышки не давали черный такой, знаете, неприятный черный дым. Этот дым, он невкусный совсем, оседает на поверхности, стейки выглядят некрасиво, вот, и вкус у них тоже не очень приятно получается. Однако совсем без жира тоже нельзя, потому что, сами знаете, жир, он играет очень большую роль во вкусовом, так сказать, профиле стейка. Вот. И вообще у нас, я знаю, среди подписчиков есть любители говяжьего жира. Теперь смотрите, теперь стейки укладываем в какую-то емкость удобную для маринования. Маринование обязательный, абсолютно обязательный этап для идеального стейка. Значит, мариновать мы будем очень просто. Это будет только соль. И просто посыпаем стейки солью со всех сторон, где есть мясо. Кстати, сейчас наверняка появится огромное количество комментариев, что стейки нужно солить после приготовления. Нет, ребята. Ну, стейки можно солить после приготовления, даже в этом есть свой, собственно, какой-то свой особенный кайф. Но это будут не идеальные стейки. Они будут вкусные, но немножко не то. Ну вот на 5 стейков у меня ушло примерно где-то 2 чайных ложки соли. Вот, больше ничего делать не нужно. Вот эту верхнюю соль можно чуть-чуть вдавить. И теперь очень важный момент. Вот эту емкость со стейками закрываем и убираем ее в холодильник. Самый лучший результат получается примерно через 6 часов. За 6 часов соль проникает достаточно глубоко в мясо. Вот, и стейки получаются довольно хорошо просоленые. Не то чтобы там полностью они толстые, 3 сантиметра, но тем не менее просолятся они отлично. Вот. У нас сегодня столько времени нет, поэтому я помариную их, так сказать, буквально где-то минут 40-час. В холодильнике подержу, а потом будем жарить. Вот, ребята, прошло примерно где-то минут 50. Пришло время разжигать гриль. У нас, кстати, тут дождь прошел, все залило, но нам это не страшно. Готовим идеальный стейк в неидеальных условиях. Значит, смотрите, стейк у нас будет готовиться на непрямом и прямом жаре. То есть, по сути, этот метод является развитием метода обратной обжарки, который вы уже видели. По режиму приготовления, смотрите, на непрямом жаре мы будем поддерживать температуру где-то в районе 200, там 210 градусов. Вот. А на прямом жаре там будет температура адская, потому что как раз таки, когда вы жарите стейки на корзине слоун-сир, то температура там выше 300 градусов, это точно. Он просто работает как стартер. Этот режим еще американские барбекюшники называют afterburner, то есть форсаж. Вот, поэтому там оценить, какая там температура, довольно сложно, но точно больше 300 градусов. Но поскольку мы готовим на корзине, нам для того, чтобы создать эти режимы, требуется всего-навсего чуть больше трети стартера брикетов. Поэтому разжигаем гриль. Где-то так. Кстати, сразу, ребят, важная ремарка. Ну, вы знаете, когда вы жарите стейки классические на угольном гриле, вам нужен сильный жар. То есть сильный жар — это полный стартер брикетов. Вот. Здесь же с корзинкой, опять же, с нашей слоун-сир замечательной, нужно всего треть стартера. Это очень важный момент. И пожарить на нем можно спокойно, вот в таком режиме. Ну, у меня был рекорд 9 стейков всего на трети стартера брикетов. Нет, все-таки так дело не пойдет. Надо его закатывать.
все, ребят, у нас уголь подошел. Ну, кстати, сами понимаете, стрит-стартер разгорается очень быстро. Теперь я его выравниваю, чтобы он у нас лежал ровным слоем. Чтобы не было никаких горок. Ну, вот примерно так. Устанавливаю поддон. Теперь два слова про емкость для воды. Смотрите, значит, у меня модель корзинки Deluxe, но емкость можно вытащить, то есть площадь увеличится, но я ее вытаскивать не буду, и вот почему. Потому что эта емкость, она создает воздушный барьер. Когда они будут лежать на непрямом, то вот эта вот, собственно, емкость для воды, она создаст нам отсечение, то есть она будет отсекать очень сильный жар, и у нас здесь будет равномерная температура в этой зоне. В этом случае воду в емкость не наливаем. Кстати, вот стейки, которые у нас мариновали сейчас, посмотрите, как они прекрасно выглядят. Вот я хочу на этом тоже отдельно ваше внимание заострить. Значит, что произошло? Соль, которую мы нанесли на поверхность, она вытянула немножко влаги из мяса, вот, и оно стало, во-первых, очень аппетитно выглядеть. Кстати, такие стейки прям очень классно приносить к столу. Вы приносите так вот гостям, показываете, говорите: смотрите, что мы сейчас будем жарить. Вот, ну, они действительно выглядят очень классно. Мясо такое яркое, ярко-красное. Все благодаря как раз маринованию. Следующий нюанс. Стейки нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы вот эту вот лишнюю влагу с них снять. Так, поехали. Начинаем жарить. Теперь устанавливаем решетку. Устанавливаю я ее так, чтобы у меня створка была над углями, потому что я буду добавлять щепу. Теперь в один из стейков я втыкаю щуп-термометр, так, чтобы он был в центре, параллельно доске. Вот таким образом. А вот забыл, вот привычка от Вебера, да, забыл продеть щуп. Это очень удобный порт. И выкладываю стейки на решетку в зону непрямого жара. Я сначала выложу 3 стейка, потому что мы одновременно их над корзиной не сможем пожарить. У нас больше 3 не влезет. Ну а теперь пришло время добавить щепу. Как я и говорил, добавляем 1 горсточку щепы. Вот буквально столько. И сразу закрываем крышку гриля. Все, стейки начинаем готовить. Значит, стейки будем готовить где-то примерно на непрямом жаре минут 15-20, они обычно стоят. Это зависит от размера самого стейка, от толщины, которую вы нарезали. Вот. Но у нас цель — это внутренняя температура, которую нам термометр покажет, 30 градусов. То есть их нужно довести до 30 градусов внутренней температуры. Ну, еще пара важных моментов. Значит, верхние и нижние заслонки у нас полностью открыты, и верхняя заслонка в крышке, которая находится, у нас она расположена над продуктом, то есть не над углями. Меня режиссер заставил выйти на улицу, пока нет дождя. Да. Ну а теперь, ребят, расскажу про метод холодной решетки. Я об этом вначале сказал, надо раскрыть как бы тему. Значит, метод холодной решетки, который придумал Дэвид Пэриш, состоит вот в чем. Стейки жарятся не на разогретой решетке, а наоборот на холодной, на остывшей решетке. Что это дает? Вы наверняка все знаете и видели стейки, на которых решетка оставляет такой красивый карамелизованный, так сказать, рисунок. Это вот реакция Майяра. Вот. Это достигается как раз за счет того, что решетка очень сильно разогрета. Вот. А метод холодной решетки предполагает совершенно обратную вещь. То есть стейк выкладывается не на разогретую решетку, а прямо реально на холодную. И при этом он помещается над источником жара, то есть над горящими брикетами или углем. В итоге у вас поверхность стейка поджаривается не только в тех местах, где решетка была, а по всей поверхности. То есть, грубо говоря, вот эта вот самая карамелизованная корочка, или точнее говоря, реакция Майяра, она возникает по всей поверхности стейка. То есть это очень похоже на жарку стейка на сковороде. То есть когда вы на сковороде жарите, он у вас тоже золотистый становится по всей поверхности. Вот. А здесь это достигается методом холодной решетки. Вот в чем ее суть. А почему я отнес этот рецепт именно к идеальному стейку? Потому что вкус у стейка создает именно вот эта самая корочка. То есть, грубо говоря, чем ее больше будет, чем больше поверхность будет ей охвачена, тем вкуснее будет стейк. И это на самом деле правда, поэтому вот эту красоту, которую вы видели с рисунком решетки, ну, это здорово, выглядит красиво и даже аппетитно, это вафельный рисунок. Но тем не менее, такой стейк будет менее вкусным, чем у которого вся площадь поджарена. Прошло примерно где-то 15 минут. Вот смотрите, у нас целевая температура достигнута, 30 градусов. И теперь стейки я снимаю.
Обратите внимание, как они подкоптились и поменяли цвет. И еще одно очень важное дело, это нужно сейчас снять решетку. Потому что метод холодной решетки, мы, соответственно, дадим ей возможность немножко остыть. А крышку гриля закрываем. Это нужно для того, чтобы у нас уголь не слишком быстро прогорал. Вытаскиваю щуп. Он нам больше не нужен. Теперь еще одно очень важное дело. Даем стейкам немножко постоять. И очень важно будет снять с них всю влагу, которая на них осталась. Вот почему бумажное полотенце нам здесь крайне важно. Видите, как они подкоптились, да? Классно. Это вот по жиру это особенно хорошо заметно. Он стал коричневым. Чем меньше будет влаги на стейках, тем лучше будет результат. Я могу объяснить даже, почему это важно. Дело в том, что влажность, она препятствует реакции Майяра. То есть вот эта вот карамелизованная корочка, которую мы хотим получить, она будет слабее, если будет слишком много влаги. Теперь я их слегка смазываю маслом. Опять же слегка, потому что масла не должно быть слишком много. Оно будет капать и тоже будет гореть. И пришла очередь последнего ингредиента, это перец. Ну, тут в данном случае по вкусу у меня где-то, наверное, получается пол чайной ложки. Ох, какой аромат. Аромат перца смешивается с легким ароматом копчения. Все, стейки полностью подготовлены. И вот теперь приступаем ко второму этапу. Это к этапу обжарки на прямом жаре. Обжарка происходит при открытой крышке. То есть ее можно не закрывать, потому что это очень быстро. Возвращаем нашу решетку обратно. Я ставлю ее, обратите внимание, створка у нас была над прямым жаром. Она, конечно, уже подостыла, но на всякий случай я ее ставлю сюда, на непрямой жар. И сразу же выкладываю стейки над углями. Мне, кстати, тут удивляется народ, что стейки не шипят. Ну, ничего страшного, они еще зашипят. И я ставлю таймер на 30 секунд. Значит, что мы сейчас делаем? Мы с вами обжариваем стейки на прямом жаре по 30 секунд. Но каждый раз будем поворачивать решетку. Потому что даже за 30 секунд на таком сильном жаре решетка нагреется. А вот у меня таймер сработал. Теперь я поворачиваю решетку на четверть. И перекладываю стейки опять на прямой жар. Но уже другой стороной. И снова ставлю таймер на 30 секунд. Вот еще 30 секунд прошло. И опять та же самая операция. И снова. Кстати, можно пока дождаться, пока немножко у нас утихнет огонь. Так. Поворачиваем. Посмотрите на это шипение. Но обратите внимание, если у нас корочка с этой стороны, реакция Майяра довольно хорошая, снизу она не очень. Поэтому я еще буквально по 10 секунд подержу их на прямом жаре. Значит, смотрите, если возникают сильные вспышки пламени, ну, например, вы плохо обрезали жир, то их можно просто вот так вот перемещать. Для того, чтобы не было копоти на них сверху. О, посмотрите, посмотрите на это. А? Ну вот, смотрите, все, завершили жарку. Обратили внимание? Корочка по всей площади. Ну, здесь сверху-то уж точно. Вот оно. Стейки снимаю на чистую доску. Ну, просто вот насладитесь видом идеально поджаренных стейков.
И даем этим стейкам постоять, ну, буквально где-то минуты 3-4. А сейчас я заложу следующую партию. Ну вот, посмотрите на результат. Кстати, важный момент. Эти стейки я сейчас показывал вам вот по времени приготовления, там по 30 секунд, а потом поворот и переворот. Это для прожарки медиум. То есть, если вы любите более сильную прожарку, можете подержать больше, и это вас отблагодарит более хрустящей корочкой, более поджаристой. Какая вам нужна корочка, можете регулировать сами. А если вы хотите стейки прожарки там medium rare, например, или rare, то тогда вам нужно держать не до 30 градусов точно, а где-то до 20-15 градусов. И угля потребуется больше. То есть не треть стартера, а примерно половина стартера, или может быть даже чуть-чуть побольше. Ну что, давайте посмотрим, какой у нас получился результат. Поближе к свету. И возьмем какого-нибудь красавчика. Вот этот вот. Режу по центру. И прожарочка. Но, как видите, это практически идеальный медиум. А еще хочу, чтобы вы обратили внимание на то, какие они сочные. Смотрите. Еще раз говорю, если кого-то смущает слегка красный сок, то, ну, собственно, чуть побольше держите. Ах, какая прожарка, прям чудо-чудо. Оцените, сейчас еще с них натечет. Вот еще один момент, на который тоже хочу обратить ваше внимание, это посмотрите, как они поджарились. То есть у нас получилось, что, ну, когда жаришь стейки на обычном гриле, то у вас вот здесь по краю идет такая серая полоска, то есть это пережаренное мясо. Заметьте, что здесь ее практически нет. То есть у нас получилась реакция Майяра на корочки практически по всей поверхности. И мясо медиум практически от края до края. То есть оно полностью все розовое. Ну вот здесь вот, например, на этом хорошо видно кусочки. Посмотрите. То есть вот то, что я называю реально идеальным стейком. Но я уже все, я уже не могу удержаться. Беру самый шикарный кусочек. Чудо. Просто чудо. Сок просто полный. Более сочные стейки сложно приготовить. Очень сочные, очень вкусные. Да, кстати, хотел вам рассказать тоже коротенькую историю. У меня есть друг, очень хороший, такой успешный парень, состоявшийся, очень любит стейки. То есть он там практически дня не может прожить без стейков. И вот некоторое время назад, где-то примерно пару месяцев назад, приезжал ко мне в гости, я приготовил ему этот стейк. Я ему так сказал, говорю: Сереж, хочешь идеальный стейк? Он такой: ну давай. Когда он его ел, это лицо его надо было видеть. Он сказал, что он никогда в жизни просто ничего вкуснее, никакого стейка вкуснее не пробовал. Он, кстати, собирается ко мне в гости еще раз и говорит: теперь я кроме идеальных стейков просто ничего есть уже не могу. Говорит, готовь всегда так. Да, кстати, вот еще хотел про решетку рассказать. Ребят, для того, чтобы делать этот рецепт, еще потребуется решетка, вот эта EasySpin славансеровская. Значит, я думаю, вы поняли почему. Потому что она не имеет бортиков, и, соответственно, она легко вращается. То есть она очень легко поворачивается совершенно спокойно. С обычной решеткой веберовской тоже можно так делать, например, с ГБС, но ее придется поднимать, потому что она не поворачивается. Вот. И еще у нее минус в том, что у нее толстый прут. У решетки EasySpin пруток тонкий. Вот, соответственно, у нас контакт излучения с мясом максимальный. Когда жарите вторую и третью партию, то время нахождения стейков на прямом жаре можно немножко увеличивать, потому что все-таки уголь прогорает. Я обычно уже там вторую держу где-то секунд по 40, по 50, там с каждой стороны 2 поворота, а третью партию уже по минуте. Все, они готовы. Ну вот, еще одна партия. Ну вот, ребята, я показал вам очередной рецепт. На этот раз практически секретный рецепт идеальных стейков. Но у меня на сегодня все. До следующих встреч. Всем пока и ароматного барбекю.
А на сковороде тогда почему? Слушай, на сковороде все очень просто. Ну, чем как бы гриль от сковороды отличается? То есть на гриле ты когда жаришь, у тебя все соки и жир, они все стекают вниз. То есть они падают на уголь и так далее. А на сковороде у тебя идет полный контакт. То есть они никуда не стекают, они попадают прям буквально на раскаленную, заметь, поверхность сковороды. Она раскалена очень сильно. Никакие соки, никакой жир, никакое масло не выдержит такой температуры. То есть что происходит? Они начинают гореть, они начинают модифицироваться и, собственно, обратно, да, Карамелизация там тоже? ну, возможно, да, и обратно возвращаются вот на это самое мясо. Поэтому вот вкус стейка, пожаренного на сковороде, он категорически отличается от стейка, пожаренного на гриле. То есть там появляются не очень приятные такие вкусы, ароматы, поэтому сковорода исключается полностью. Сейчас специально ее сделаю. Она осуждает очень. Я, да, слушай, я ее что вырезаю в все едят серединку, вот собаки. так, смотри, чтобы не было ни специй, ни перца. Она очень готова Вот. на И вот всё. это вот мяско, вот это вот прекрасное медиум. Кусочек уходит. Так, Роня, сидеть хорошо. Нет, сидеть. Всё, гуляй, гуляй, мой хороший. Очень вкусный стейк, да, я знаю.